Пацаны, так или иначе, погода по-другому просто не дает возможность снимать нормальный видеоролик с продолжением вот этого вот проекта. Все усилили, все сделали таким образом, чтобы оно, наверное, чтобы оно выдержало давление пены. Потому что, когда мы будем заливать пену вот в это пространство, которое мы оставили, скорее всего, оно его будет расширять. Конечно же, оно будет расширять, поскольку пена увеличивается в объемах. И сегодня мы закрыли ворота, я сделал все возможное для того, чтобы вам было комфортно смотреть этот видеоролик. И мы даже купили вот такой вот прожектор. Все вы можете вспомнить, какой свет у нас был до этого. Ребята, я просто возьму и потрачу несколько секунд этого видеоролика на то, чтобы показать, что изменилось. Смотрите, вот в такой вот обстановке просто невозможно работать, потому что вообще ничего не видно и приходится работать в такой обстановке, потому что на улице дождь и ветер, и мы специально закрыли ворота, чтобы все это нам не мешало, и эта конструкция вся, чтобы не развалилась нафиг. Вот наш прожектор, я хочу вам показать, это не реклама, это просто мы купили для того, чтобы вам было удобно смотреть этот видеоролик. И смотрите, как все кардинально меняется. Ничего не видно, ничего, вот так вот, прям на щупь работай. Я представляю, как вам было видно. И вот смотрите, как все меняется, когда мы берем вот такую вот штуку и вставляем вот эту вот европейскую, прям новую розетку. Прям такая европейская, что я не могу ничего понять и увидеть. Смотрите, как все кардинально меняется. Мыслимо работать. Братва, и чтобы заполнить всю эту конструкцию, она у нас большая и размер ее достаточно немаленький. Мы купили вот столько вот баллонов пены. Мы купили, конечно, все это с запасом. Скорее всего, здесь будет даже много. Но мы купили это для того, чтобы в случае чего, если нам будет не хватать, когда мы будем вот так вот все это заполнять потихоньку, если нам будет не хватать, чтобы все здесь не бросать, потому что пена что же застывает, чтобы нам не лететь в процессе всего этого в магазин. Поэтому мы взяли с запасом. Знаете, друзья, и по-хорошему уже нужно начинать. Но я немного стремаю, потому что хочется как лучше, а получается как всегда. И мы все лишнее просто поубираем с нашего рабочего места туда, где оно нам не будет мешать. И возьмем один баллон и приступим к тому, чтобы его хорошенечко взболтать, чтобы все компоненты, элементы, которые находятся в баллоне, чтобы они прекрасно все взболтались и перемешались, для того, чтобы у нас потом подавалась хорошая жидкость для обработки. Ну и тем не менее, время я ваше не буду задерживать, просто сделаю это сам. Так, ребята, и все-таки переместил я прожектор, камеру решил не трогать, потому что прожектор все равно создает тень, и я стою задом к прожектору и, получается, закрываю сам прожектор. Поэтому мне лучше всего, когда прожектор находится вверху. Я хоть как-то вижу ситуацию, которая происходит. Я понимаю, что вам, возможно, не будет всего видно, но камеру я реально поставил так, чтобы было хоть как-то эффективней. Ребят, глаза реально боятся, потому что немного переживаю, что эта вся конструкция начнет разваливаться. Помощника реально никакого нету, блин. И это обидно. Но тем не менее, давайте будем начинать. Я буду трубочку опускать полностью вниз в конструкцию, для того, чтобы начинать заливать пену с самого низа. Так как конструкция достаточно глубокая, а трубочка достаточно короткая, блин. Вот в этом вот вся проблема. Давайте будем начинать. Друзья, получилось немного так, как не ожидал совершенно, но тем не менее конструкцию не расширяет, не раздавливает. Все-таки она была усиленная на славу, на разум, я не знаю, как это назвать, но вот эти вот места нужно еще будет допенить, где пены мало, вот видно вот сейчас, где ее очень мало.
Ее нужно сделать, чтобы она была равномерна. Вот здесь, где вылазит, это ничего страшного. Вот весь гараж просто в пене. Я не знаю, что я сейчас буду делать, но это нужно как-то сейчас настраивать. Давайте возьмем вот этот вот баллон и допеним то, что нам нужно допенить. Вот эти вот места нам все-таки нужно запенить. Потому что не должно быть так, чтобы у нас было где-то пены все-таки не хватало. Вот здесь вот допеним. Пускай будет лучше лишнее, чем потом будет ее меньше. Вот такими вот движениями, ребята, мы все это дело сделали. Гараж сейчас я буду убирать. Просто, блин, я не рассчитывал на то, что она прям так будет выскакивать. Ну и хочу вам вкратце показать, что из этого получилось. Смотрите, в общем-то, конструкцию не раздавила, не разрушила. Вот, конструкция осталась конструкцией. Единственное, что вот эта вот лишняя пена, она и должна была быть лишней. Вот, смотрите, вот как кокошундель какой. Да, конечно, автомобиль я засрал нехило, и вместе с автомобилем я, конечно, засрал и гараж, но, тем не менее, пока это трогать не будем, потом, когда оно высохнет, оно просто вот комками, кусочками его будет проще отлепить, оторвать, чем оно есть сейчас. Сейчас только вот руки можно запачкать. Тем не менее, смотрите, получилось вроде бы форму оно берет, вот обратно, как ашундель полетел. Форму оно свое взяло, и это не может не радовать, потому что есть места, вот, к примеру, вот такие вот места, где мы с вами видим прям вот через скотч пену. И это не может не радовать. Далее меня радует вот этот вот такой маленький момент. Вот здесь вот у нас есть окно под личинку замка. И там тоже мы наблюдаем, немного, конечно, но мы наблюдаем пену. И это очень круто. Это нам подсказывает тот факт, что пена все-таки, расширяясь, заполнила все места, которые она должна была заполнить. Здесь не видно. Очень жаль, что не видно. Но, тем не менее, будем думать о том, что здесь под коробкой у нас идет полноценный слой пены. Если он даже не идет, я купил запасной баллон, которым мы потом все формы, все дырки, пропуски, после того, когда мы этот картон откроем, мы все эти дырочки, пропуски запеним и еще немного подождем. Теперь тачку, я думаю, дня 2, может даже 3, трогать, беспокоить мы не будем. Потом уже приедем, все это поубираем и начнем с вами открывать форму. То есть вот этот вот весь картон я буду снимать. Да, ребята, сейчас это смотрится нелепо, потому что все это выползает, все лишнее еще вылезает. Но тем не менее, если вам понравился этот видеоролик и вы будете с удовольствием ждать следующую серию, обязательно подписывайтесь на канал и ждите видеоролик с этим автомобилем. Потому что после мы будем снимать весь этот картон и придавать ему форму и делать, чтобы оно было единым целым вместе с кузовом. Всем пока!